Дубровник – самый старый город Хорватии. Он прекрасно сохранился, так же как Венеция или Амстердам, и также является музеем под открытым небом. Город миниатюрный, всего 500 метров в самой широкой его части. Он потрясающе смотрится со стороны в окружении гор и чистого моря, что вместе с историческим наследием привлекает сюда огромное количество туристов со всего мира, которое с каждым годом только растет. И сегодня сверхтуризм является серьезной проблемой в старом городе, которую местные власти пытаются решать в основном повышением цен. Популярности Дубровника также очень способствовали съемки известного сериала. И хотя сериал уже начали подзабывать, цены снижать не собираются. И улучшать инфраструктуру тоже, что создает некоторые противоречия между ожиданием и реальностью. Но если правильно подготовиться, например, досмотреть до конца это видео, то можно избежать многих проблем и разочарования. Если вы едете в Дубровник на автобусе со стороны аэропорта, то остановка будет достаточно далеко от входа в старый город, с очень бестолковым расположением. Люди стоят, не могут перейти, потому что пешеходный переход находится там, а остановка находится здесь, где люди стоят. И они, естественно, вот перебегают просто и все. Но зато вы сможете прогуляться по парку и полюбоваться очень красивыми видами с другого ракурса. Улочки на подходе к Дубровнику тоже очень приятные и зеленые. Здесь живут как местные жители, так и туристы. Приближаемся к главным воротам. Справа небольшая парковка, которая в сезон стоит 10 евро в час. А сезон здесь с 1 марта по 31 октября. Ворота Пеле – это главный вход в Дубровник. Но вообще есть 3 входа – средневековые ворота Пеле и Плочи, а также ворота Буза, построенные в 1908 году. Через них тоже можно зайти в город, и там будет намного меньше людей. Ну а мы входим через ворота Пеле, что означает попросту дверь. Над аркой в нише стоит статуя святого Власия, покровителя Дубровника. Мы этого не видим из-за строительных конструкций. Время 9:30 утра, и город начинают заполнять туристические группы. Смотри, 2 голубых при входе. Что-то обозначает. Это местные охранники, видишь? Традиционное место сбора туристических групп – Большой фонтан или фонтан Анофрио, который с 15 века снабжает старый Дубровник питьевой водой. Здесь же находится один из 3 входов на городскую стену и продают билеты. Цена – 35 евро, но гораздо выгоднее за те же 35 евро купить Дубровник Пасс на целый день. Кроме городских стен, он включает бесплатный проезд по Дубровнику, хотя и с ограничениями, касающимися пригородов, вход в 11 главных музеев и скидки на экскурсии в некоторые рестораны. Но обращайте внимание на график работы. Приобрести пропуск и ознакомиться с полным списком скидок и льгот можно на официальном сайте, ссылка под видео, или в информационных бюро в самом городе. Дубровник Пасс имеет смысл купить заранее, активируется он при первом использовании. Ценник с марта по октябрь 35 евро на сутки, 45 на 3 суток и 55 на неделю. Зимний сезон, то есть с ноября по февраль, он стоит 15, 25 и 35 евро соответственно. По утрам заведения в старом городе предлагают завтраки. Мы решили посидеть в ресторане «Арка Дубровника» с хорошим рейтингом и прямо у лестницы позора из сериала. Порция омлета, салата и кофе стоила 7 евро, что считается довольно недорого для этого места. А все было приготовлено очень вкусно, рекомендую. Вверху находится иезуитская церковь Святого Игнация. Очень красивая внутри, но скромная снаружи. Это уже часть города, куда редко поднимаются туристы. Княжеский дворец, он же дворец ректора, пропустить сложно, так как главные дороги ведут к нему на небольшую площадь, на которой стоит также кафедральный собор Вознесения Девы Марии. Вход без Дубровник Пасс обойдется в 15 евро. Дворец небольшой, из десяток залов.
Музей концентрированно показывает старинные вещи, окружавшие обитателей дворца. Мебель, картины, посуда, оружие, старые книги. Экспозиции продуктов и блюд, которыми питалось население. В подвале расположена экспозиция фотографий города времен Югославской войны. В центральной части здания есть красивый двор-колодец с лестницей, на которой туристы любят фотографироваться. Рядом с музеем расположен выход в Старый порт, бывший экономический центр Дубровницкой республики, разбогатевший, как известно, за счет морской торговли. Сегодня это главный морской вокзал для гостей города, откуда можно отправиться на экскурсию, уехать в свой поселок на рейсовом кораблике, либо съездить на остров Лакрум. Но на такой жаре не хочется никаких экскурсий, а только спрятаться в тень, как те туристы у стены. Непонятно, почему город, сделанный из светлого камня, так сильно нагревается. Сразу за портовым волнорезом спрятался чудесный каменный пляж с душем и ступеньками в море. Вода действительно очень чистая. Пляж совсем небольшой, заканчивается тупиком, поэтому нам пришлось развернуться и идти обратно тем же путем. Со стороны порта есть неприметный проход на улицу, где находится аквариум Дубровника. Аквариум небольшой, но имеет уникальное расположение. Он находится в настоящей старинной крепости 16 века. Здесь не намного прохладнее, чем снаружи, поскольку кондиционеров нет. К слову, их не было ни в одном из музеев Дубровника, кроме комнаты со старыми книгами. Вход в аквариум не включен в Дубровник Пас и стоит 10 евро для взрослого и 5 евро для детей. Здесь всего два зала, один на входе совсем маленький и второй побольше. Аквариумы не слишком большие, но обеспечивают постоянный приток свежей морской воды и аэрацию. Везде информация на хорватском и английском языках. Например, это дорада, хищная и очень хитрая рыба, которая в случае опасности зарывается в песок. А вот это я вижу в первый раз. Это морской петух. Он не всегда передвигается пешком, но часто плавает и вырастает достаточно до крупных размеров. Это серый спинорог, обитает на каменистом дне. У него очень жесткая кожа и мощные челюсти. Больше всего времени провели у аквариума с осьминогом. Похоже, что это умное животное целыми днями сидит в углу своей маленькой баночки. И мы решили его немного развлечь, показав видео сородичей на телефоне, а потом и его самого. Осьминог сразу активизировался и подошел к экрану, как будто всматриваясь в картинку. Потом разволновался и начал плавать по аквариуму и менять цвет. А до этого он просто неподвижно сидел в углу. А в целом было интересно поближе рассмотреть и побольше узнать о рыбах Адриатики, которых мы постоянно видели в море, только сверху и издалека. Так как Дубровник всю свою историю неотрывно связан с морем, здесь есть и морской музей, рассказывающий историю мореплавателей, кораблей, известных капитанов и прочее. Он находится в том же здании, что и аквариум, только выше, и вход в него расположен на стене. В экспозиции много старых морских карт, элементов кораблей разных эпох, макетов, примеров морской формы того времени. Музей также небольшой, обойти его не займет много времени. А вход без Дубровник Пас обойдется в 10 евро. Неподалеку от порта и ворот Плоча находится доминиканский монастырь, построенный в XIV веке. К нему есть спуск со стены. Но при покупке билетов никто не предупреждает, что главная церковь на ремонте. Но тем не менее здесь есть пара залов с очень интересными и необычными экспонатами. Картинами, документами, драгоценностями того времени, предметами культа. Также можно зайти в тенистый внутренний двор. Цена при наличии Дубровник Пас 4 евро, без него 5.
Следующий монастырь, францисканский, он находится недалеко от главного входа в город напротив большого фонтана. И стоимость посещения уже входит в абонемент. Обычному туристу они покажутся довольно похожими друг на друга. В первую очередь, что стоит посмотреть, это внутренний двор с колодцем и колоннадой по периметру. В соседних залах выставлены различные религиозные предметы, одежда. В этом монастыре есть аптека, основанная в 1317 году и являющаяся третьей в мире, которая непрерывно работает до сегодняшнего дня. В общем, оба монастыря очень похожи архитектурно и экспонатами. И если вы не историк-искусствовед или монах-францисканец или доминиканец, то можете спокойно ограничиться одним из них. А для общего впечатления о жизни и бытии Дубровницкой республики достаточно будет княжеского дворца. Но самая главная цель всех туристов, приезжающих в Дубровник, это, конечно же, не дворцы и музеи, а прогулка по крепостной стене. Есть 3 точки входа на стену. У главных ворот и фонтана, потом возле ворот Плочи, возле Доминиканского монастыря и возле морского музея. Hello. Вот, собственно, мы на стене. Солнце палит нещадно. Таких дураков, как мы, мало. В основном все сейчас по ресторанам сидят. Лучшее время для подъема сразу после открытия или примерно за час до закрытия, когда нет сильной жары. Поэтому мы спустились и еще раз поднялись со стороны фонтана уже вечером. Вечером солнце очень красиво подсвечивает крыши домов, и вид на город просто замечательный. Все постоянно останавливаются, чтобы сделать фото. Вот эти вот развалины внизу – это не заброшка, это археологический музей, куда мы не успели попасть, хотя могли бы, с Дубровник Пас. Солнце сзади подсвечивает крепость Лавренинац или крепость Святого Лаврентия. Вдоль всей южной стены тянется узкая полоса, где живут местные. Туристы ходят и рассматривают, что они там делают. Тазы такие стоят, смотри. Хорошие тазы. Вот тут живешь, люди ходят, смотрят. Ну, они ходят до скольки? До 7:30 и все, дальше не ходят. Все напитки в ресторанах, на стене и в магазинчиках, они все безалкогольные. Ну, эти скользкие такие плитки, осторожно, Артем, вот это вообще. Вот райские сады у них, апельсиновые, мандариновые. Жаль, что доступ закрывают в 7 часов вечера и встретить закат не получится. Наверное, это ограничение связано с безопасностью, чтобы не создавать толп на стенах, поскольку в некоторых местах бортики довольно низкие, ниже центра тяжести. Сейчас хорошо виден остров Лакрум, который славится своими пляжами, в том числе нудистскими.
время от времени на стене попадаются вот такие площадки. Это не что иное, как крыши башен. В данный момент это крыша форта Сант-Маргарет. На протяжении всего маршрута придется постоянно подниматься и спускаться по лестницам. Здесь вообще очень высокие места, он там впереди. Там, тут еще гипотетически, если правильно упадешь, еще просто покалечишься. Кое-где прям там вообще. Сейчас мы с вами уже приближаемся к финальной точке маршрута. И самой высокой как раз точки Дубровника – это крепость Менчета. А самая большая, самая заметная башня, которую хорошо видно с дороги. Это уже финишная черта. Смотрите, какая здесь высота. Зато открывается, наверное, самый красивый вид на весь город. Кроме стены, еще интересно побродить по улицам вдали от туристических троп. Хотя вдали это громко сказано, поскольку расстояния здесь совсем небольшие. Никаких тебе столов, практически нет туристов. В общем, в Дубровнике можно погулять тем, кто любит компанию, тем, кто любит гулять один, например. Здесь, смотри, открыты очень многие дома, двери. Трусы сохнут, смотрите. Прям такие явные труселя висят. У кого-то была большая стирка. Ну, вот как-то так. Как в Неаполе, только светлый камень, не черный. Отсутствие туалетов порождает то, что все подворотни засаны и вонючие. Ну, вот пись по углам, значит, около 2 евро нет. 2 евро, это получается пиво за 7 евро, еще и пописал потом за 2 евро. Нет, ну, может, у них свой туалет. Ну так ты ж не сразу пошел. Может, он для гостей бесплатно. Этих Ты уже не гость. хард-рок кафе. Бежал. В верхней части города за неприметной дверью в стене находится обшарпанный Бужа-бар, где можно полюбоваться закатом с бутылочкой теплого пива за 7,5 евро. Удобств нет, стульев мало, сидеть предлагают на ящиках и камнях, но туристы исправно платят. Ну а пока мы гуляем по старым улицам, можно подвести итог. Если вы уже были в Италии, Родосе или на Мальте, Дубровник покажется вам сильно переоцененным. Старый город отлично выглядит со стороны из крепостных стен, но изнутри с улиц он не производит большого впечатления. Музеи такие же маленькие, как и город, а цены выше, чем в среднем по Европе. Например, билет в Лувр стоит 22 евро, а билет на стену 35. Рестораны, транспорт, парковки тоже дороже, чем в других городах Европы. Но это не означает, что город недостоин внимания.
Просто нужно правильно выбрать время для его посещения, и это точно не пик сезона. То есть с ноября по март будет и погода приятнее, и цены ниже. Кроме того, в Хорватии много других интересных мест, кроме старого Дубровника.